Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de, Kudüs'te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Сегодня наш эфир начнем со скандальных заявлений лидера турецких националистов. «Если Дамаск завоеван, то завоевание Иерусалима также близко», сказал Девлет Бахчели. Главный союзник Эрдогана в парламенте, лидер партии националистов МХП Девлет Бахчели, заявил, что после Дамаска придет черед Иерусалима. Те, кто сейчас целится на Дамаск, должны знать, что османы дадут им пощечину и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. История говорит нам, что первая остановка до Аль-Кудс – это Дамаск. Если Дамаск освобожден, то и освобождение Аль-Кудса тоже не за горами. Политик углубился в историю, напомнив завоевателей Иерусалима, в частности второго праведного халифа Умара ибн Аль-Хаттаба, победителя крестоносцев Салах ад-Дина, а также османского султана Селима I. Сначала халиф Умар взял Дамаск в 636 году, а затем Аль-Кудс в 637 году. Сначала Салах ад-Дин взял Дамаск в 1184 году, а затем Аль-Кудс в 1187 году. Султан Селим I впервые взял Дамаск в 1516 году, а затем уже Иерусалим. Это лишь вопрос времени, когда те, кто обнажает свои клыки на голландских высотах, сломают свои зубы в Аль-Кудс. «У нас нет уважения к израильскому режиму, и у нас нет страха перед ними», подытожил Девлет Бахчели. От себя добавлю, что Аль-Кудс, о котором говорит Девлет Бахчели, это арабское название Иерусалима. На этом фоне в Сирии происходят тектонические изменения, в которых Турция играет ключевую роль. Итак, возглавляемые курдами сирийские демократические силы начали контрнаступление против поддерживаемой Анкарой сирийской национальной армии и освободили 4 населенных пункта вблизи северной границы Сирии с Турцией, сообщает Associated Press. Эти события происходят на фоне того, что США продолжают наращивать свое присутствие на северо-востоке Сирии, поддерживая сирийские демократические силы в их борьбе с остатками исламского государства, террористическая организация, запрещенная в России, США и Европе. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников выступила с утверждением, что и Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией и готовится к широкомасштабному вторжению. В то же время новый лидер сирийского правительства Ахмед Шара объявил, что все оппозиционные группировки согласились объединиться под руководством Министерства обороны. Выступая на совместной пресс-конференции после визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Дамаске, Шара говорил, что ни в контролируемых нами районах, ни в районах, контролируемых Курдской рабочей партией Курдистана, мы не можем допустить, чтобы какая-либо группировка располагала оружием. В этой связи газета The Washington Post пишет, что после падения правительства Башара Асада между протурецкими формированиями, входящими в состав пришедшей к власти оппозиции, и курдскими силами может начаться гражданская война. Но об этом предупреждают не только американские эксперты. Об этом говорил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, такой сценарий развития событий способен привести к распаду Сирии. По его мнению, к этому стимулирует вмешательство внешних сил в дела Арабской Республики, имея в виду Израиль, США и Турцию. Об этом предупреждал и глава правительства и МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль-Тани на форуме арабских стран в Дохе. «Мы предупреждаем о возможной гражданской войне, если не будет найдено политического решения», — говорил он, отметив развитие ситуации в Сирии в опасном направлении. Есть опасения, что гражданская война поставит целостность Сирии под угрозу. Поэтому необходимо определить рамки, в которых будет проходить обсуждение этой проблемы. Теперь о ситуации в Сирии. Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеки на востоке и северо-востоке Сирии контролируется курдскими силами демократической Сирии, которым оказывают поддержку США. Под контролем курдов сейчас находится 25% территории Сирии. С 2015 года США создали в этом районе 9 военных баз, и при определенном ходе событий, как считает газета The Washington Post, курды могут объявить о своей независимости.
Правящая в Дамаске Хаят Тахрир аш-Шам контролирует основные города, в том числе Алеппо и Дамаск, а также всю сирийскую береговую линию, включая портовые города Латакия и Тартус, где находятся российские военные базы. Что касается поддерживаемой Турцией сирийской национальной армии, то под ее контролем находится небольшой участок территории у турецкой границы. Сирийская народная армия не является курдской. До 30 или 40% контролируемого ей региона составляют этнические арабы. Это своеобразные центры силы, но со своими локальными, а не общенациональными проблемами. К тому же заявившие об объединении сил Сирийской народной армии и Хаят Тахрир аш-Шам могут выступать в альянсе по тактическим соображениям и при определенных условиях. При этом Израиль уже захватил Голландские высоты для создания буферных зон, а Турция стоит буквально на пороге вооруженного вторжения в Сирию под предлогом поддержки Дамаска. Но проблема не только и не столько в определившемся в Сирии сложном внутреннем раскладе разношерстных сил. На ход событий в Сирии оказывают и серьезное влияние и внешние факторы. Налицо падение влияния Ирана в этой стране. Прежде Тегеран выстраивал линии своей безопасности за пределами своих границ, и в частности в Сирии. Теперь это пространство сузилось, и такой тренд может быть переброшен и на Ирак. После свержения Асада в Дамаске кризис стал распространяться как по сообщающимся сосудам с широким географическим региональным охватом почти всей оси сопротивления. В широком контексте на смену так называемой шиитской дуги на Ближнем Востоке стал приходить суннитский альянс. Это первое. Второе. В Сирии пока остается Россия в варианте военных баз. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия ведет конструктивные переговоры с новой сирийской администрацией и напомнил, что эти базы были созданы по просьбе сирийских властей с целью борьбы с террористами ИГИЛ, и что эта борьба еще не закончена. Кстати, такая же мотивация приводится США и в отношении своего военного присутствия на востоке Сирии, рядом с курдами. Отметим, что нынешний лидер Сирии Аль-Джулани в интервью британской BBC заявил, что не возражает против присутствия российских баз в Сирии. С другой стороны, американские эксперты предполагают, что некоторые члены иранской оси сопротивления теперь будут пытаться выходить на активный контакт с Москвой. Но, по их мнению, наиболее подготовленной к новой большой игре является Турция, имеющая ярко выраженные региональные интересы и способная заполнить иранский геополитический вакуум. Согласно анализу американского журнала Foreign Policy, сгусток внешнеполитических интересов и противоречий может сдетонировать на внутреннем сирийском плацдарме на множестве направлений. В том числе и резко обострить турецко-иранское соперничество, которое не утихало с момента основания государства сефевидов, а затем каджаров в многочисленных геополитических точках соприкосновения между ними в контексте проигрыша Ирана Турции в Сирии. Но первым двинулся Израиль на юге Сирии, а его военно-воздушные силы провели крупнейшую в своей истории операцию по нанесению ударов по арсеналам сирийской армии, чтобы не допустить его попадания в руки захвативших Дамаск оппозиционных сил. Это первый вызов новой сирийской власти в контексте фактического американо-израильско-курдского альянса. Теперь внутри Сирии рождаются новые внутриполитические уравнения, которые способны толкнуть внутренние и внешние силы к эскалации на сирийской земле. Все еще только начинается. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.